Вот такой обалденный вкусный ужин я сегодня сделал. Курица, маринованная в пиве и овощи в духовке. Выглядит аппетитно и можно подавать на любой праздничный стол. А если вы желаете узнать, как я это все сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню «Время готовить». И сегодня я решил сделать блюдо, которое я очень давно не делал. Это запечь в духовке овощи. И совсем новый рецепт для меня. Самого кусочки курицы, запеченные в духовке, но с маринадом пива. Может быть, кто-то знает, как это делать. А я, например, впервые это открыл сегодня, когда я был на Фейсбуке, я увидел, кто-то так делает, и мне подкинул идею на сегодняшний ужин. Посмотрите это видео, может быть, вы такого раньше не делали, может быть, я вам подкину идею, или вы, может быть, такое же делали, может быть, немножко по-другому. А чтобы время не терять, пойдемте покажу, что и как я буду делать. Итак, здесь у меня куриные ножки, я уже их вымыл, вычистил, и так получилось, что у меня бутылка пива «Кобра» здесь. У меня в доме пива никто не пьет, так что эта бутылка у меня стояла, и вот как раз сегодня я израсходую. Сейчас мы замочим куриные ножки в пиве, вот так, и оставим где-то на полчаса, а мы займемся овощами. Итак, все, что понадобится, все овощи у меня уже приготовлены, тоже все вычистил, вымыл. Единственное, осталось порезать. И резать будем по-крупному. Из овощей у меня здесь две маленькие луковицы. Так, по-крупному порежем и туда же кинем миску. И одна среднего размера луковица. И я взял 3 морковки, тоже по-крупному порежем, вот так. Я считаю, что это блюдо очень хорошо пойдет на любой праздничный стол тоже. Тем более скоро наступают новогодние, рождественские праздники. Можете всегда свою семью обрадовать или своих друзей. Так. Взял 4 картошины, тоже очень по-крупному порежем. Так, я взял 1 брюкву. Так как брюква готовится дольше, чем остальные овощи, я чуть-чуть поменьше кубики сделаю брюквы, чтобы равномерно все это у нас готовилось. Надо было взять большой нож, но ничего. Так, взял 1 сельдерей, тоже сравнительно так, примерно такого размера, как 1 сантиметр. И также я взял 4 шампиньона больших. Сейчас на 4 части разрежем каждый. Так. И миска у меня полная овощей сейчас будет. Доску убираю. Так, я возьму немножко масла. И растопим немного масла в микроволновке. Ну, наверное, грамм 50 или чуть больше, вот так примерно. Накрою, чтобы не стреляло. И микроволновку примерно на 45 секунд или на 30 секунд. И также у меня здесь розмарин. Порежем сейчас. Примерно вот так. Так, масло у меня растопилось. Сейчас в это масло я добавлю немного подсолнечного масла. Или постное масло. Если этого... Или растительное масло можете добавить. И заливаем сверху наших овощей. Так.
Теперь я добавлю сюда соль. Перец. И порошок чеснока. И как следует теперь мы все это перемешаем. Так. Берем форму, противень. И все мы переносим сюда. Сейчас попытаемся, чтобы из этого масла тоже все. Очень хорошо. Теперь я возьму решетку. И решетку сверху положим. Так. И сейчас мы займемся курицей, и там мы курицу сложим сверху решетки. Итак, курица у нас хорошо здесь. Так, еще раз. Теперь отсаживаем от пива. Сверху проходим немножко маслом. Добавим немного паприки. Перец. Чеснок, порошок. И рука у меня чистая. Сейчас рукой все это перемассажируем, все перемешаем. Берем форму и сверху сейчас форму разложим. Но это еще не, мы еще не закончили с курицей. Так. Здесь у меня 8 зубочисток, значит, 2 зубочистки на каждую курицу, ножку пойдет. Сейчас я сделаю кубики с масла. И теперь каждый кубик пронизываем через зубочистку, и зубочистка идет прямо вот так в курицу. И оставшееся масло я просто сейчас сверху так покидаем. Что это идет все равно на овощи. Так. Итак, все это теперь идет в духовку, примерно 180 градусов, примерно на 1 час. Но будем смотреть. Так что с Богом. Ну, вот такой финальный результат. Курица получилась обалденно вкусная. Я уже попробовал маленький кусочек с хрустящей корочкой. И овощи тоже. Посмотрите, как аппетитно все это выглядит.
Итак, сегодня с вами поделилась еще одной идеей, что можно сделать на ужин или на обед, или на праздничный стол, порадовать себя, свою семью или своих близких. Курица получилась обалденно вкусно, с такой хрустящей корочкой сверху. И овощи тоже обалденно вкусно получились. А на этой аппетитной ноте хотел с вами прощаться. Моя семья садится теперь за ужин. А вам хочу пожелать самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем крепкого здоровья. Всем мирного неба, приятного аппетита и пока-пока.